Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, каковы подсказки на события ближайшего будущего, кто или что спешит в вашу жизнь. Давайте с вами узнаем и, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад мне расскажет о личной истории каждого из вас. Однако, надеюсь, мы проведем с вами приятное время и, глядя на метафору карт, какую-то подсказку вы для себя все-таки получите. Или найдете какой-то вариант действий по тому вопросу, который вас сейчас беспокоит. И это у нас первым мы выполняем расклад на цыганском пасьянсе. Потом мы дополним картами Таро и также узнаем, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения, что-то корректировать, возможно, и сами будете меняться, кто знает. И к чему это все идет, самое главное, какие перспективы следуют, как знаки судьбы, что нужно услышать или принять во внимание, не упустить. Итак, смотрим, мои дорогие девы, что нам подскажут карты пасьянса, что спешит в вашу жизнь, торопится, с какими событиями вы можете столкнуться. Вот смотрите, вот эти цепи, это называется сердечная тяжесть. То есть никуда вот их как бы не определишь. Это не есть какая-то реальность, это не есть какая-то практика. Это внутреннее состояние души. Оно отчасти обусловлено усталостью. И, кстати, усталость, забегая немного вперед, на мае месяце где-то энергии похожи майским в конце апреля, когда, ну вот уже усталость, она так, знаете, как будто перевалила чашу терпения. Надо уделить обязательно внимание самому себе или самой себе, отдыхать полноценно, потому что уставшие люди делают ошибки. Но самый неприятный момент, когда мы из-за усталости очень часто как будто соскальзываем в ненужную глубокую философию. Мы менее практичные. Почему? А потому что больше каких-то ненужных мыслей. Поэтому давайте смотрим, что же там по конкретике. Где-то вот эти воспоминания о прошлом или по сердечной тяжести, когда что у нас там не получилось осуществить. Или мы, ну, горюем о той ситуации, которую мы не могли изменить, сожалеем о чем-то. Но так, если мы будем конкретными реалистами, на сегодняшний-то день это не имеет значения. Поэтому вот вам как-то отделять нужно. И себя, может быть, уводить, если видите, что, ну, некоторым образом у вас уже этот омут затягивает на эту глубокую философию, ну, не нужно. Вот смотрите, вы получаете какую-то бумагу, письмо, это важные документы, и это в более положительном значении, когда вы можете что-то теперь осуществить. Может быть, действительно это важный документ, и у вас начинается как новая точка отсчета. И это вам буквально по судьбе. Каких-то вы можете, кстати, ожидать вот эти цепи, что вы волнуетесь, переживаете, ожидая какого-то документа, бумаги важной или важного согласования, а здесь вам как будто по судьбе. Может быть, не все так однозначно, кстати, потому что вам выпадает маска. И где-то ваши переживания, ну, отчасти обоснованы, или, может быть, какой-то ваш опыт может напоминать, что, ну, вот ситуация похожая. Кому-то не следует доверять, это точно, быть самим по себе. И на всякий случай иметь за пазухой эту самую маску. Маска – это тот человек, который себя не транслирует явно. Тот, который что-то задумал, но находится словно в тени. Мы его не видим. Или наоборот, говорит одно, а транслирует как бы вот более положительный момент, а задумал что-то иное. Вы можете просто, знаете, как внутренне быть, внутренне вроде бы как собраны из-за того, что вы ожидаете какого-то подвоха. Но так тоже жить нельзя, потому что для нас жизнь теряет разные краски. Тем не менее, здесь как будто по судьбе получения документа, поэтому по этому поводу не волнуйтесь. Или, кстати, вот в этом пасьянсе очень часто, мои дорогие девы, именно конверт, как, знаете, прелюдия получения какой-то суммы денег. Или когда вы заключаете, может быть, у вас бизнес, вы заключаете сделку, или вы устраиваетесь на работу,
и какие-то важные согласования, и буквально договоры, может быть, вам и придется подписывать. Но вот это прелюдия последующим деньгам или когда ваш бизнес где-то пойдет в рост. Вот иногда перекладывайте на свою жизнь, когда вы чем-то занимаетесь. И вот как отправная точка нового отсчета в возможностях заработать или для себя создать какую-то подушку безопасности. Вот иногда так проигрывается. Но будем реалистами. Деньги, тем не менее, у вас совпали. Деньги есть, деньги будут. Хотя тут, в принципе, идет еще у вас и молния. Это неожиданное известие. Идем дальше. Что вам тут еще расскажут? И узел. Прочный союз с кем-то. И, кстати, обратите внимание, тут, правда, я вижу, большинство из ваших переживаний необоснованы. Почему? Тут как будто по судьбе спокойное течение жизни. Но это не исключает каких-то особ, с которыми мы можем столкнуться, причем со сложностью их характера или не совсем корректной формой общения. Такое тоже может быть. Поэтому, понятно, реалистами мы остаемся. Но, в принципе, сказать, что вам что-то мешает, я не могу. Спокойное течение жизни. Хотя для кого-то именно это и не нравится. Вы словно заскучали уже, или вам хочется драйва. И будьте внимательны, потому что, ну, есть какая-то персона на этой неделе, которая, у вас еще выпадает змея, которая, ну, не совсем честна, откровенна. Может быть, смотрите, у кого-то эта молния будет касаться вопросов, которые связаны с вашей личной жизнью, может быть, домом, какими-то согласованиями. Ну, если у вас стоит в плане, к примеру, продажа, покупка жилья или какой-то переезд, вот получение визы, например, да, вы что-то будете просчитывать, может быть, наперед, и работать с информацией. Я такое тоже могу допустить, ища вот эту самую информацию, как я обустрою жизнь на новом месте. Или когда это будет касаться и вашего дохода, и вашей личной жизни, и где-то планов, но молниеносное известие. В любом случае, смотрите, я тут вижу такую концепцию, потому что в этом квадрате у вас сразу совпадают и личное счастье, и это может быть как взаимодействие с родственниками, с вашими домочадцами, с кем вы проживаете, и одновременно вопросы самого по себе дома, вот как стены, да, деньги, и вот эта молния, известие, и выпадает змея. Знаете, тому, что вы услышите в первую минуту, не следует доверять. Для вас доверяй, но проверяй. Потому что тут может быть какой-то фейк, мои дорогие. Или вам будет подана нарочито какая-то информация, и будет больше она в себя включать каких-то минусов, а на самом деле, наоборот, это вам во благо. Или, мои дорогие, кто-то может завидовать и ставить палки в колеса. А тем не менее, мои дорогие любимые девы, у вас победа. Поэтому тут кто-то тень на плетень может наводить. Именно иногда из-за зависти. И знаете, мне очень нравится фраза, которую сказал Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго». Зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Но тут, правда, из-за людской зависти и даже человек, он настолько бывает одержим вот этим чувством, что он себя не контролирует. Или когда, если вы словно вычислили вот эту маску, тогда ведь тоже нужно словно и вам, мои дорогие девы, оставаться в тени и наблюдать. Это вам тоже нужно где-то примерить на себя энергии и змеи, и маски. Опять же, наблюдение, аналитика и только потом аккуратные действия. Но для вас как раз что-то в плюс. Но я не могу сказать, что атмосфера вокруг вас, когда вы можете расслабиться, вот это, увы, нет. Хотя и ничто, повторюсь, вам явно не вредит. И деньги есть, и есть ваша ресурсность, безусловно. Но мы живем среди людей, а люди разные. И каждый из нас, ни к какому бы мы знаку зодиака не относились, периодически сталкивается с такими персонажами. Мы их не можем отменить, мы живем среди людей. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще с вами соединить, потому что в этом пасьянсе крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Мы тоже соединить можем. Но, откровенно говоря, что-то я ничего не увидела.
И сейчас я тоже не вижу так последним взором, окинув наш пасьянс. Идем дальше. Давайте уточним на картах Таро. Что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Что, быть может, заставит измениться вас или заставит изменить отношение к кому-то? Вот, кстати, такой момент. Это первая карта. И вторую карту мы с вами достанем. К чему же это все идет? Какое продолжение следует? Мы же должны с вами забежать немножко вперед, да, как бы просчитать какую-то ситуацию или ту или иную жизненную позицию, поразмышлять, чтобы какое-то дело не заставило врасплох. И как знаки судьбы, на что обратить внимание, что не прошляпить, может быть. И, может быть, это какой-то важный момент в вашей жизни, который ведет вас как раз к бонусам, плюсам. Вы тоже, находясь вот в таких энергиях, можете чего-то не заметить. И если как знаки судьбы, на что обратить внимание, что нужно услышать и к чему это все идет. Просчитаем, продумаем. И по основным сферам жизни мы достанем две карты. Первая карта будет у вас означать сфера ваших достижений, работы, бизнеса, профессиональная деятельность, у кого-то учеба, ну, у кого-то вот те самые документы. Любовь и личная жизнь. Итак, что же неожиданно пытается войти в вашу жизнь или что же неожиданно, как вам придется принимать важные решения? Вот посмотрите, нет ничего неожиданного. Неожиданного вот это может быть то, что накрывает какая-то ненужная философия. Восьмерка мечей. Это карта искаженного восприятия. Ничего более. И вот эта темнота, мрак, которая изображена на карте, это не что иное, то, что видит именно девушка. Она с завязанными глазами. Она не видит, опять же, реальности. Все то, что я говорила в самом начале. Она смотрит вглубь себя. И вот эти переживания из прошлого, они нахлынули на нее с новой силой. И вот это какая-то не совсем аналитика, а какие-то воспоминания, которые со знаком минус. Уставшие люди делают ошибки, между прочим. Из-за чего? Потому что начинают себе какое-то самокопание, сеанс устраивать. И когда начинается вот это самокопание, начисто пропадает осознанность, элемент осознанности. Что это? Это когда мы каждый свой шаг контролируем. Пусть нам придется пройти какой-то фарватер жизни, ступая аккуратно, но уверенно. Когда нам придется внимать и одновременно к тому, что люди говорят, и анализировать это, и одновременно наблюдать за внешними событиями. Ну, наоборот, тогда требуется ваше внимание, концентрация этого самого внимания. С чем это связано? Девятка жезлов. Вы здесь можете как будто закрываться от людей, потому что прежде вас подводили, или просто вы никому не верите, и у каждого для этого своя какая-то причина. Но эта карта, тем не менее, говорит о том, что перемены у вас уже практически на пороге. Тут действительно перемены спешат в вашу жизнь. Но для вас основная задача, мои дорогие девы, увидеть что-то доброе в реальности. Вы можете именно чего-то положительного для себя не увидеть, потому что окунаетесь вот в эти мысли. Может быть, у кого-то и вопросы правосудия. Часто ведь это карта кармы. То, что мы сделали прежде, теперь нам оно возвращается. И если это было со знаком плюс, значит, это возвращается через, пусть даже помощь других людей, руками других людей. Ну, нам как Вселенная помогает решить тот или иной вопрос или закрыть какой-то гештальт, тему. Хотя, с другой стороны, если мы сделали где-то, ну, не очень хорошо, и это тоже в нашей жизни у каждого присутствует просто в какой-то своей концепции, то тогда нам придется один на один с каким-то вопросом столкнуться. Но вы знаете, я вижу основную задачу или какую-то дилемму, которую вы можете себе надумать именно, потому что вы где-то опасаетесь, что может повториться какая-то ситуация. А может она повториться или нет, хотя нам карты говорят нет. Тут действительно вы думаете, что она повторится, а десятка мечей нам говорит о том, что да нет, это прошлое уже закрылось. То есть, может быть, вы и не до конца еще расставили все точки над «и», но сама-то ситуация, она уже завершилась.
Нет смысла заново ее реанимировать, пусть даже в собственной памяти или сознании. Давайте мы спросим тогда карту совета. Оставь это все. Вот буквально так. Оставь, может быть, и некоторые вопросы по взаимоотношениям. Не жди того, кто не придет, сам отправляйся в путь. По 8 кубков мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его находим. Или когда это вопрос как переезда, оформления документов. И по 8 кубков это мы очень ресурсные. Мы теперь, как знаем, это самое ноу-хау. И прислушивайтесь к вашей интуиции, мои дорогие девы. Она у вас будет работать очень хорошо. Это как основной ваш инструмент, если можно так сказать, или компас, который будет указывать правильное направление. Вам как направление нужно несколько изменить или что-то сделать по-другому. Еще совет, потому что перемены все же неизбежные. Но вы знаете, действительно, карта усталости, 10 жезлов, когда уставшие люди уже не видят для себя каких-то ориентиров, а видят только какую-то прежнюю концепцию по ситуации, или пусть это даже отношения, работа, то, что у вас уже произошло. Помните, сознание – великий шаблон. Это основано на привычках. А все то, что привычно, оно где-то не помогает вам на этой неделе. Как же вам действовать? Хотя бы в каком направлении? Вот посмотрите, карта Солнца. Не рисуйте себе мраков, мои дорогие. Словно вот этот мрак, который не существует в реальной жизни, он может затмевать это самое Солнце. У вас действительно перемены на пороге. Потому что 9 жезлов в герметической колоде Таро – это карта великой мощи. Но нужно и ваши силы, кстати. Но нужно предельно точно определить, куда же вы будете детально прикладывать эту силу. Вот не должно быть вот этой самой многозадачности. По 10 жезлов, когда, ну вот взгрузили мы на себя вот эти, ну тут метлы показаны, да, но прообраз жезла, потому что Таро ведьмочек. И непонятно, ну на кой мы тянем эти жезлы, метлы, какую-то многозадачность, кому-то помогаем. Вы знаете, вы сами, мои дорогие любимые девы, и одновременно ваше время, энергия, ресурсы и ваши мечты. Вот что важно на этой неделе. А вас могут, ну, буквально загрузить по самое не хочу какой-то работой, какими-то обязанностями. Вы люди ответственные, вы люди надежные. Но на этих положительных качествах кто-то будет строить свою игру, ведь не случайно тут у вас и маска выпадает, еще и змея. Но здесь есть, я вижу, те персоны, которые словно пытаются присоседиться к вашему благополучию. Вот такие энергии вам нужно учитывать. И к чему это все идет. А вот пошлете вы кого-то, как эту шляпу. Лети, да, ты свободен. Это может быть ситуация, конечно, и по каким-то контактам в самых разных областях жизни. Может быть, и по работе вы тут что-то передумаете. Карта «Мир». Но сама по себе мир. Ваша ресурсность, мои дорогие, вам как солнце, так и мир. Карты говорят, вот это ваше направление. А посмотрите, сколько карт у нас до 8 кубков выпало. Таких, когда мы именно застряли. Мы с чем-то застряли. А по сути дела, когда исполняются наши мечты. Вот к чему все идет. Поэтому для вас важно выбрать какой-то свой ориентир или видеть, или визуализировать свою мечту. Словно визуализация, это уже доказано даже где-то квантовой физикой, что если мы, потому что мысль материальна, мысль – это субстанция. Пусть это не то, что мы можем с вами осязать буквально, к примеру, как этот стол или карты, но это что-то из области тонких вибраций, которые, тем не менее, уже получилось измерить, то есть субстанция. Понимаете? И поэтому относиться даже к своим мыслям с практичной более точки зрения стоит, потому что ваши мысли или визуализация вашей мечты, пусть вы ее чувствуете, и нужно как будто чувствовать кожей, как будто вы находитесь уже в том, ну, может быть, положении или в том месте, где вы планируете оказаться, или в той должности, даже банально, которую вы хотите получить. Это равносильно тому, что вы, как из будущего, себе протягиваете руку помощи в день настоящий. Давайте будем узнавать знаки судьбы. Смотри в будущее. И, кстати, карта Солнца выбора правильного направления.
лет, извините, месяцев на 6-8. Поэтому вот поставили себе какую-то цель, мечту, и идите к ней. Не устраивайте себе как вот и эту многозадачность или настройтесь, мои дорогие девы, на то, что именно вы важны, и вам в последующем придется, может быть, до конца 2025 года, даже не только на этой неделе, как кому-то отказывать. И я могу предположить, если карма, да, мы с вами говорили по аркану правосудия, здесь действительно что-то должно быть закончено. Может быть, те вопросы, в них расставлены все, ну, вот эти точки, да, над «и», как мы говорим, когда в этом будущем ничто вас не должно словно тянуть назад. И если вы конкретно кто-то переживает, потому что у вас сейчас идут судебные процессы, все то же самое, что я говорила, к вам относится. Вам буквально положительные мысли помогают. Или если есть уже какая-то конкретика, которая связана с законом, обратитесь к специалисту. Опять же, переведите в какую-то более достоверную практику. Юрист, адвокат, или узнать, как в отношении вас работает закон. И я вам скажу, мои дорогие девы, если вы переложите на более позитивный лад то, что вас беспокоит, вы на самом деле убедитесь, что многие ваши сомнения просто напрасны. Смотрите в будущее. И к чему это все идет? Знаки судьбы. К построению какого-то вашего благополучия, да, тут какая-то ситуация, она не форсированная. Это не есть какой-то галоп или фейерверк. Здесь счастье строится, ну, путем мелких шагов. Или что-то крупное складывается тоже из мелочей. Ну и, наверное, большое видится на расстоянии, да и добрые дела наспех не делаются. Это все то, что я говорила, и поэтому у нас как будто девушка-ведьмочка ждет, когда плоды созреют, и буквально пентакли в том числе упадут к ее ногам. Но вот, видимо, к чему все идет? Постепенному вашему росту. Но мы смотрим неделю, не такой большой срок, поэтому по этой неделе, и я бы еще сказала, рано делать выводы. Вот вы должны вот к этому солнцу стремиться, и вам ведь ничего не мешает, мои дорогие девы. И, собственно, пасьянс нам тоже говорит, есть и какая-то практика в виде денежного эквивалента, есть и помощь, может быть, ваших близких, или какое-то взаимодействие, потому что по подкове это взаимопонимание, безусловно. Но есть еще и победа в некоторых согласованиях, или, может быть, это дела работы. Давайте посмотрим ваши достижения, рыцарь мечей. Здесь может быть как какая-то новость, или это больше, или чаще даже проигрывается с человеком, который внезапно может появиться в нашей жизни. Это иногда проигрывается, если вы, к примеру, занимаете пост какой-то или руководящую должность, пусть ваш коллектив даже невелик. Это могут быть иногда проверяющие, мои дорогие, правда. Но, тем не менее, у вас есть все основания даже ожидать, что приедет этот, допустим, проверяющий, и пусть он будет настроен, ну, всегда проверяющий, наверное, это у них, ну, я не знаю, маска такая, или они словно прокачали себя на какой-то негатив, чтобы быть серьезными, жесткими или такими непримиримыми. Вот такая персона, колюче надутая, может прийти в вашу жизнь, поэтому нужно быть к этому готовыми. Но даже вот с таким несговорчивым проверяющим вы можете остаться друзьями. От вашего доброго настроя будут зависеть какие-то согласования. Но это, конечно, абсолютно не для всех проиграется. Но с вами могут спорить, мои дорогие. По этой карте есть такое значение, оно мне очень нравится, бунтарь без причины. Вот причины нет, а кто-то бунтует. И это может быть как особенности психологического восприятия конкретного человека, ну, неадекватность какая-то человека, но это не надо перекладывать на себя. А это проблемы человека. И ваша задача в очень коротком периоде, как бы, пока вы с ним взаимодействуете, учитывать эти особенности и больше ничего. Но со знаком плюс это иногда проигрывается, когда мы сами ищем правду, истину, и мы ее находим. Мы сами здесь, ну, так, знаете, очень рациональны и непредвзяты. Возможно, и для вас потребуется куда-то отправиться и прояснять тот или иной вопрос, именно в инстанциях, с чем это связано.
Может быть, по части денег, может быть, по части каких-то согласований. Жилище, оно десятка пентаклей, у вас что-то доброе, хорошее, или буквально получение денег. Может быть, меняется какая-то финансовая система, и вы узнаете новость, она вас тоже словно выбивает из колеи. Ну, так не устраивайте, опять же, себе какие-то воспоминания, что там было когда. Это к делу не относится. У вас на кону буквально ваше не просто солнце, а еще и счастье. Десятка пентаклей – это по максимуму. Это то благополучие в квадрате, когда все совмещено. И личная где-то жизнь, и наши достижения, и вопросы финансов, и вопросы дома. Добрая энергия. Тем не менее, несмотря на какую-то темноту, которую вы видите, пытаются войти в вашу жизнь. Личная жизнь, ну вот что тут скажешь. Правда, денежные вопросы могут быть в центре внимания, у каждого по-своему. Кому-то я могу допустить нужно и как какой-то долг, может быть, ипотеку, или закрыть, или наоборот взять. И значит, есть варианты. Мир вот все-таки у вас, да, и что-то вы можете переделать, переиграть. Но девятка пентаклей – это карта самодостаточного человека. И где-то карта говорит, удели внимание отдыху, личная жизнь. Все же мы уже с вами, как красной нитью, эта тема прошла через весь расклад, будь то пасьянс, будь то карты Таро. И нам конкретно вот последняя, как заключительный аккорд. Карта нам показана девушка, которая отдыхает. Вот представьте себя вот в таком положении. Визуализируйте свою мечту. То, что мы с вами говорили. Уделите внимание, как и самому себе, своим планам. Найдите время, мои дорогие. Может быть, девы на этой неделе как минимум полчаса каждый день побыть в тишине, потому что вокруг, ну, разного рода персоны. Мы их не отменим, но это лишь неделя, и вы, тем не менее, очень ресурсны, как и на семейное счастье, ну, так и на само по себе благополучие. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будете счастливы и любимы всегда.